Друзья, мы на агросалоне 2024 Крокус Экспо. Вам представлен новый трактор Беларусь 2023. Пришел на смену трактору 2022. Смотрите, какой он приобрел внешний вид. Такая новая злая морда. Переднее навесное устройство. Передний ВОМ на тракторе. Мощность осталась та же. 212 лошадиных сил. Подробные технические характеристики. Мотор D264S2. Максимальная скорость 40 км в час. Так, 215 лошадей. Стоимость трактора для российского покупателя 8 миллионов 200 тысяч рублей. Задняя навеска. На тракторе установлен фронтальный погрузчик Tours 2500. Это новинка компании Сальсельмаш. Интересное очень решение. Сейчас поподробнее расскажем, что было реализовано с изготовлением данного погрузчика. Здесь применена система контроля и измерения веса. Сальсельмаш, наверное, впервые кто это сделал из российских производителей техники. Сейчас ждем сотрудника завода, который подробнее может рассказать о данной системе. Пока вам покажу, как выглядит кабина нового трактора. Здесь у нас идет уже магнитола, кондиционер, монитор контроля веса в погрузчике, конечно же, джойстиковое управление. Сейчас вам расскажем подробнее про сам погрузчик. Здесь стоят в первую очередь сотые гидроцилиндры, что позволяет поднимать до 3 тонн. То есть этот погрузчик максимально держит нагрузку 3 тонны, да? Да. Ковш у нас здесь стоит стандартная на нем. Высота подъема известна нам какая? 4,5 метра. 4,5. Уже фронтал такой. 4,5 метра, да. Да. То есть на сегодняшний день погрузчики на 2022 делала у нас только одна белорусская компания Блюминг, да? То есть вы решили ее немножко подвинуть, да? Подвинуть, да. Причем это новинка на тракторе на 2023 мы установили, тоже 2,5. Но сразу говорим, то, что на 2022 у нас тоже 1500. Пойдем с той стороны покажем распределитель. Так, во-первых, видно, что рукава спрятаны теперь в специальную какую-то ткань, да? Это брезентовая ткань, которая не подвержена солнечному влиянию, морозу и жаре. Осадки. И не подвержена трению. Дальше. Вот это, то, что вы видите, это называется фастер. Это единая БРС-система. Мы сделали это только для удобства для наших механизаторов. Теперь нет необходимости каждую БРС отстегивать, чтобы, соответственно, отключить Полностью погрузчик. да, от гидросистемы. Достаточно рычаг поднять вверх. То есть эта система ранее применялась на дорогих фронталах, типа там Квик и так далее, да? Это европейские, так скажем, заимствованы у европейцев. У европейцев именно, да. Ну, и отчасти комбайны. Плюс, соответственно, мы сделали уже, как вы говорили, здесь идет автомобильная уже гидроизоляционная проводка. Ага. Еще у нас одно ноу-хау. Это контроль измерения, да, веса? В кабину пройдем? Да, интересное решение, которое впервые Сальсельмаш реализовали здесь на российском рынке. Это система контроля измерений. Залезай за тобой. Так. Соответственно, у нас на распределителе стоят 2 электродатчика, которые, во-первых, у нас, как видите, здесь электронный джойстик. Давай покажем. Электронный джойстик. Красиво, да. Соответственно, здесь что видит на мониторе процесс, когда работает погрузчик. Он видит уровень положения ковша. И сколько навешено на ковше килограмм. Каким образом? Сколько в ковше находится килограмм, высоту подъема он на мониторе может видеть? Может видеть. Может видеть, да? Может видеть. То есть для чего изначально разрабатывалась эта система? То есть кому она интересна в первую очередь? Нам в первую очередь будет интересно для сельхозпроизводителей, которые занимаются разгрузкой погрузки. Зачастую бывает такое, что фронтальный погрузчик начинает перегружать. То есть клиент, он не знает, сколько сыпучих материалов, сколько весит, да, и если он там работает с какими-то там щебень, земля, да, это приводит к тому, что может легко сломать. Это первый момент, что может легко сломать. Второй момент, то, что нет необходимости теперь каждый раз забывать перевешивать. То есть мы примерно понимаем, сколько мы в тот же самый самосвал загрузили в тонн уже зерна.
То есть, например, он куда-то отправляет зерно или продает, да? Он может еще проконтролировать через свой ковш, сколько он ковшей загрузил, да, и там будет все. То есть здесь будет суммарный отсчет система сама считает по количеству ковшей. Система будет считать, да, по количеству ковшей, сколько было навешено на саму ковш. Так, хорошо, интересно. Как определяется система веса? Все очень просто через гидроцилиндр. На гидроцилиндре стоят датчики. За счет того, какой Мы здесь видим снаружи или нет, или они где-то, они спрятаны? Ага. Вы не увидели здесь вообще. То есть по датчикам на гидроцилиндрах идет измерение контроля веса, да? Тоннажа. Соответственно, здесь также у нас стоят и что самое интересное, что после этого электронный джойстик, он идет через распределитель, там стоят два датчика. Так, эта система, насколько она сложно монтируется, или ее там сам простой фермер может поставить? Сам простой фермер здесь не поставит ее, это надо будет через специализированную именно дилерскую сеть. Через дилерский центр. Так, получается, система пока дорогая, да, потому что она только внедрена, и сейчас идет, я так понимаю, обсуждение, как удешевить ее. Да, плюс как перейти, мы это хотим чуть-чуть дальше, соответственно, перейти. Это в плане больше для коммунальных служб интересно. На каком углу с ковшей будет навешено больше, соответственно, сколько будет забрано больше, либо меньше, чтобы не было перекоса. Вот. Плюс мы, соответственно, если вы посмотрите повнимательнее, мы изменили дизайн нашего погрузчика. Он стал более плавным. Я так понимаю, что в красный цвет вы красите только погрузчики, которые продаете торговым домам. Реализация через торговые дома. То есть конечник напрямую с Альсельмаша, он не может красный погрузчик купить. Не может. Только в торговом доме. В торговом доме, соответственно, либо в дилерской сети в торговом доме. Если вы сейчас увидите, то здесь панели. Панели, соответственно, являются красными. Сам погрузчик имеет плавную форму, повторяющую форму непосредственно капот. Это ноу-хау такой для нас. Мы будем уходить от острых углов и грузить больше, как, наверное, Ferrari. То есть до этого погрузчики на 2022 вы ставили просто с переходными элементами, которые идут там на двенашке, да, например, на МТЗ, да? Потому что мы продавали двум клиентам, два погрузчика, он как бы такой, смотрится маленьким для такого большого трактора, да, и у него грузоподъемность там, не более там тонны 700, наверное, да? Тонны 700, да. Ну, имеется в виду то, что мы завод Альсельмаш всегда, как отдел прочности, оставляет зазубрить 200 килограмм. Но мы не рекомендуем максимально на тонну, например, на 1500, когда вы держите тонну 700, грузить 1000 тонн 900. Ну, там, наверное, уже и трактор будет отрываться, там груза, наверное, да. Грузить колеса можно дополнительно. Уважаемые, конечно, покупатели, партнеры, имейте в виду, если вы нагружаете трактор более тонны 700, тонны 800, необходимо ставить противовес. Это мы говорим про 82.1 или про 12.21? Про 82. Либо про 82. Про 82.1. Да. Ну да, у нас сейчас один из фермеров работает именно с землей на вашем погрузчике, уже погнул погрузчик, но он нормально к этому относится, потому что погрузчик ковш сельскохозяйственный. Вот, и как раз у него сейчас встала задача, он хочет грузить задние колеса, уже пришли груза, и мы подбираем длинные шпильки, чтобы... То есть там тройной пирог получается, 3 груза сразу, да. Нужно что-то колхозить из крепежа. Вот, а какая всех интересует стоимость? То есть на сегодняшний день сколько будет без контроля измерения, пока понятно это погрузчик? Стоимость мы вам не скажем, только примерно вместе с контролем, соответственно, электронным джойстиком. Примерная стоимость 850-800 тысяч. 850 тысяч рублей. То есть, если мы там условно до 3 года назад продавали штоль на 82-ку, и он уже стоил там порядка 10 тысяч евро, да. Это порядка миллиона, да? Здесь клиент получает за меньшие деньги контроллер измерения, совершенно другую грузоподъемность он получает, уже там не высоту подъема, и может на более мощный носитель ставить. Да, мы разрушили вот эту вот теорию, чем выше погрузчик поднимает, тем меньше нужно вешать. Нет. Здесь будет, соответственно, максимальная грузоподъемность 3 тонны, до 3 тонн, высота 14.
Так, а на какие еще трактора будет внедрена вот эта система контроля веса? Пока это испытательные, соответственно, только на 2023. Когда система полностью пройдет все испытания, мы будем внедрять ее и на трактора больше 82, соответственно, серии. Особенно мы уделим внимание, скорее всего, паттернам, не балочным. Там в основном идет и на всю линейку 12-21. Кто-то из конкурентов вообще, кто сейчас с вами там конкурирует на рынке, это там Большая Земля, я не знаю, там фронт-лифт жив или нет сейчас, да, Тверца, Металлфача, да, Металлфах. Подобное решение пробовал внедрять или что-то делали в этом направлении, или вы первое? Судя, соответственно, и обратной связи из рынка, и если посмотреть по выставке, нет ни одного из конкурентов. Ничего подобного, да? Нет. Ага. Прекрасно. Есть решение с высотой подъема до 4,5 метра, но потери грузоподъемности. Что еще отличительная способность погрузчика, чем он, например, хорош для клиента? Ну, понятно, красивый дизайн, да? Что подтолкнет клиента взять, например, погрузчик у вас, а не у конкурента? Ну, во-первых, это то, что у нас здесь минимум человеческого труда, а все в основном делают роботы, да? Да. То есть это качественная сварка? Это качественная сварка. Плюс мы в данном штамповке перешли на лазерную резку. Третье, если вы посмотрите внимательно, здесь порошковая краска. И все мелкие элементы проведены через гальванику. То есть в плане коррозии данный погрузчик полностью защищен. Дальше, соответственно, учитывая то, что завод Сальсима, завод полного цикла производства, все, что вы здесь видите, за исключением своего джойстика монитора и кластера, мы производим все сами. Не будет проблем, если даже через 5-6 лет какая-либо запчасть будет устроена, вы сможете свободно ее купить на рынке. Зачастую покупатели задают такой вопрос, какой срок службы погрузчика в среднем. То есть я знаю, например, почему клиенты выбирают Штоль, потому что они там сменили 2 или 3 трактора, а погрузчик они просто перевешивают, и он продолжает работать. Да, смотрите, гарантия на погрузчик дает в среднем план. Если смотреть на статистике по России, средняя живучесть фронтального погрузчика это 7-8. 7-8 лет, то есть клиент, который приобретает погрузчик с Альсельма, Штурс, да, может рассчитывать, что 7 лет он им прослужит. При, опять же, правильной эксплуатации, да, что если не грузить, не... Если, соответственно, поймите одно, то, что от фронтального погрузчика полноценного его отвечает то, что это в первую очередь оборудование для сельхоз. Для сельхозработ, да. А зачастую фермеры еще используют в других задачах. Да. Экскаватор, техника, где можно и копать, и скрывать целину. Это сам трактор не рассчитан. Так, мы что-то здесь подсветить, включить можем, или это нереально? Нет, к сожалению, нет, потому что он зафиксирован в верхнем положении, да, и не дай бог там. Это для безопасности, соответственно, если вы видите, здесь постоянно ходят люди, и не дай бог, кто-то зайдет, начнет делать джойстик, он сразу же опустится. Поэтому мы здесь как бы все достучаем. Все, отличный материал, спасибо за информацию, до новых встреч.